Приветствую, на связи Александр Поляк. Каким был штат Сан-Андреас до возвращения главного героя, то есть с 1987, когда Карл улетел в Либерти-Сити, до его приезда в 1992? К сожалению, ответить на данный вопрос можно скорее догадками, ведь в отличие от GTA 3 и Vice City, для GTA San Andreas не было выпущено полноценной предыстории, а 20-минутный вступительный ролик под названием The Introduction дает лишь некоторые основы для понимания истории CJ, но не более того. Поэтому я решил попытаться определить и наглядно показать, как выглядел штат и что в нем происходило до приезда, или правильнее сказать, прилета главного героя. А прежде чем мы приступим, пару слов о проекте Online RP. Это GTA San Andreas, в которую вы можете бесплатно играть с друзьями на Android. Проект основан на режиме ролевой игры, включает в себя кучу возможностей и, что важно, он часто обновляется. А специальный промокод даст вам целых 120 тысяч единиц игровой валюты, что будет очень полезным подарком в начале игры и поможет приобрести машину или даже присмотреть себе дом. Установка игры очень простая, следует скачать файл по ссылке в описании и установить на свой телефон. Затем, после завершения загрузки, в настройках надо вписать имя, под которым вы будете играть. Выглядеть это должно именно так, как на экране. Ну и в завершении остается лишь выбрать сервер, на котором вы начнете игру. Собственно, из всех доступных я советую идти на первый сервер. В общем, это отличная возможность играть в San Andreas по сети прямо на своем телефоне. Заходите на первый сервер и, конечно же, используйте полезный промокод. Ссылка в описании. Вернемся к предыстории игры. Безусловно, все показанное далее будет отражать мое личное представление, но в своих суждениях я основываюсь на тех данных, что мы имеем благодаря сюжету, игровой карте, радиостанциям, официальному сайту и тому самому вступительному ролику, а в комментариях вы сможете оставить свое мнение и, возможно, даже дополнить картину своими личными предположениями. В общем, поехали! Начнем с того, что банда Grove Street Families еще не раскололась и включала в себя также семью Севильского бульвара и семью Temple Drive. Да и вообще, судя по многочисленным фразам персонажей, она имела под своим влиянием больше районов и являлась одним из ключевых участников преступного мира города. Вполне вероятно, что ей принадлежал такой район, как Айдлвуд, ведь его мы захватываем, когда Свит начинает говорить о возвращении территорий. Также тут работает парикмахерская и пиццерия, где отлично знают ребят из Grove Street. Также на это косвенно может намекать официальный сайт, из которого следует, что во время ослабления банды этот район являлся спорным, хоть и удерживался вражеской группировкой Баллас. Еще, скорее всего, Гровам раньше принадлежал Уиллоуфилд, так как помимо примыкания к основному району банды, то есть Гентону, там ведет торговлю Эммет, который тесно связан с группировками зеленых и часто снабжал их оружием. Наверняка у Гроув-стрит были и другие районы, но каких-либо конкретных зацепок я больше не заметил. В общем, банда крепко стоит на ногах, все зеленые дружат и далеко не многие что-либо употребляют, а вот Балласы и Вагасы еще не настолько сильны, чтобы выместить Гроув-стрит с городской карты, но они постепенно уже двигаются в этом направлении. В городе начинает развиваться торговля запрещенными веществами, и именно Балласы с Вагасами стали подхватывать эту тему, что впоследствии сделает их достаточно влиятельными. Говоря о конкретных лицах, надо сказать, что Биг Смоук ранее жил на Гроув-стрит, как и остальные участники банды. Можно даже предположить, что он жил именно в этом доме, так как в его направлении он уезжает в конце самого первого сюжетного задания. Известно, что за время отсутствия CJ Смоук купил себе новый автомобиль, коим стал Perennial черного цвета. Возможно, его еще нельзя полноценно назвать предателем, ведь все конкретные события, связанные с этим, произойдут позже, но вполне вероятно, что он уже постепенно переходил на сторону взаимодействия с врагами Гроув-стрит, преследуя личную выгоду, которая у него всегда стояла на первом месте, о чем однажды обмолвилась Кэндалл, весьма проницательный персонаж. Такой гангстер, как Бидап, также был частью семей Гроув-стрит, но, как и Смоук, он постепенно видел, как меняется расклад на улицах города и намеревался на этом заработать. При этом Биг Бэр, другой уважаемый участник банды, еще не успел стать зависимым, и если судить по неиспользуемым файлам, в здоровом состоянии он был вполне упитанным. Что касается Райдера, то очевидно, он еще был достаточно предан банде, и ни о каком предательстве речи быть не могло. Можно допустить, что во время отсутствия CJ в городе Райдер знакомится с такой таинственной личностью, как LB, ведь главный герой впервые о нем узнает, когда возвращается и начинает вести дела на улицах. Внешность LB может быть такой, если учесть задание «Катализатор», но это не точно.
В банде Гроув-стрит также состоят такие уважаемые парни, как Тони, Лил Девил и Биг Девил, которые, пока отсутствовал главный герой, погибают в гангстерских перестрелках. Сотрудник полиции Ральф Пендлберри на то время еще не был убит. Он расследовал дела о коррупции в полицейских кругах, и когда ему удалось узнать о причастности к этому офицера Тенпенни и Пуласки, он стал им угрожать, а те в свою очередь задумываются о том, что такую угрозу необходимо устранить. Молодой коп Джимми Эрнандес тем временем уже 3-й год работает на улицах Лос-Сантоса, разгребая всяческие бытовые истории. Для него это достаточно ответственное и непростое дело, и он пока даже не подозревает, с чем столкнется, когда попадет в отдел к Фрэнку Тенпенни. Мать главного героя Беверли Джонсон еще была жива и проживала в своем семейном доме на Гроув-стрит. У Денис Робинсон, по ее же словам, было 3 ребенка, каждого из которых она отдала. Барыга, которого мы устраняем в одном из заданий, судя по словам Райдера, общался с Front Yard Ballas. Похоже, от них он и подхватил тему торговли и стал промышлять этим в Гентоне. В Советском Союзе происходило так называемое падение железного занавеса. Проще говоря, страны Восточной Европы становились более открытыми по отношению к остальному миру, и в это время русская мафия добралась до Лос-Сантоса. Она еще не успела там устояться, но уже начала постепенно осваивать этот город для своей преступной деятельности, продолжение чего мы видим в одном из заданий Смоука. Джеффри Мартин еще не придумал себе кличку OG Lock, но он уже стремится прослыть настоящим гангстером и начинает совершать мелкие нарушения, как, например, нарушение правил дорожного движения. Все это для того, чтобы попасть в тюрьму, быстренько оттуда выйти и стать настоящим OG, но, естественно, все его устремления на районе никто не воспринимает. Тем временем происходят важные события в музыке. В частности, рэп-исполнитель Mad Dog буквально взрывает рэп-игру, выпустив 2 альбома в 1990-м. В то время его девушкой была Рошель, еще одна исполнительница хип-хопа, которая в 91-м также выпустила альбом. Позже они разошлись. Пару слов по поводу карты. Пиццерия в районе Айдлвуда была, так сказать, украшена росписями банды Гроув-стрит. Позже все стены были очищены, чем был очень недоволен Райдер. Тут не могу быть уверенным, но стройка в районе Гленн-Парк наверняка была еще на совсем ранних этапах. А на месте недавно начавшейся стройки в районе Маркет вполне возможно что-то располагалось, например, торговое здание. В примыкающем к Лос-Сантосу округе Ред вовсю орудует Каталина, совершающая нападки на местные заведения, такие как закусочные, отделения банков и так далее. Она угрожает местным жителям, убивает представителей правопорядка и никому не удается ее поймать. В это время Клод, будущий главный герой GTA 3, еще не знаком с Каталиной и живет своей жизнью, владея заброшенным гаражом в Сан-Фьерро. Кстати, чем, по-вашему, он мог там заниматься? Ему нравилось жить на помойке, или гараж был вполне рабочим, и там он работал с тачками или еще с чем-нибудь? Пишите свои предположения. Правительственный служащий Майк Торрено знакомится с главарем или, по крайней мере, одним из уважаемых участников банды Сан-Фьерро Рифа Ти-Боуном Мендосом и, втираясь в доверие, создает с ним, а также с местным сутенером GZB, так называемый Локо Синдикат. Это предприятие занимается производством и сбытом наркотиков, и Майку это было нужно в теневых правительственных делах. Вьетнамская банда Дананг Бойз постепенно осваивается в Сан-Фьерро, но она еще толком не заявила о себе и не имеет какого-либо влияния в городе. В пустынном округе Боун в городке Форт Карсон проходит лечение Кен Розенберг, прибывший из солнечного Вайс-Сити с наркозависимостью. Про Кента Пола, кстати, тоже кое-что известно. Он в это время находится в родной Англии, где заплатил $50 000, чтобы именно ему досталась возможность стать личным менеджером музыкальной группы Garden Chimps, солистом которой является Маккер. Переместимся в Лас-Вентурас. На месте казино 4 дракона идет стройка, так как, судя по сюжету и радионовостям, оно лишь недавно было построено и только открылось. Это игорное дело развивает китайская мафия из Сан-Фьерро, а основные деньги на постройку приходят из Гонконга. В районе казино Starfish, проходя сюжет, мы увидим лишь часть построенного здания, и, вероятно, до прилета Карла здесь только начинаются работы. А что касается казино Калигула, то это заведение существует уже не первое десятилетие, и оно всегда было под влиянием той или иной мафии. На сей раз там ведут дела люди итальянского клана Синдако из Либерти-Сити. Из тонкостей известно, что на место управляющего они поставили своего человека по имени Микки, которого позже пришлось устранить, чтобы отдать это место Кену Розенбергу. Ну и в завершении скажу, что незадолго до прилета главного героя в Сан-Андреас произошло землетрясение. Если вы думали, что это продажные полицейские перекрыли для CJ все проезды, или это просто в тупую ограничение от разработчиков, то нет.
Это именно землетрясение и его последствия, о чем говорится по новостям по радио, что как раз умело и использовали Rockstar, дабы удержать игрока в нужном городе, при этом хоть как-то объяснить происходящее. Но не путайте это с 4 звездами розыска, которые даются игроку, ибо это уже вполне можно списать на происки Tenpenny. Так вот, из последствий землетрясения можно отметить разрушенную автомобильную дорогу в Сан-Фьерро. А насчет целого квартала в Дуэрте я совсем не уверен, и больше похоже, что это место без всяких землетрясений было предназначено под снос. Примерно так обстоят дела в штате Сан-Андреас во время отсутствия главного героя. Как по мне, такое количество данных тянет на полноценный сюжет, раскрывающий предысторию игры. Но в нашем случае остается только рассуждать на эту тему. Буду рад вашим оценкам и отзывам, и, конечно, подписке на канал с нажатием колокольчика, ведь в будущем вас ожидают новые познавательные видео. А на связи был Александр Поляк. До встречи! What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro.